Всем привет! Ко мне в руки попала самая горячая новинка недавнего времени на глобальном рынке. Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9. Культовый, узнаваемый девайс, которым владел, наверное, каждый из фанатов бренда Xiaomi. Этот браслет все любят за его весьма демократическую цену, наличие кучи фишек, да и в целом за удобство. В этом же видео разберемся, насколько дальше шагнули с этой версией в плане возможностей, ну и какие отличия от прошлых поколений. Как и обычно, ссылка на проверенного продавца будет в описании под этим видео. Что касается комплектации, Xiaomi Smart Band 9 идет в прямоугольной белой упаковке. Спереди отпечатан принт самого браслета, написано название на английском языке без китайских иероглифов, что указывает на тот факт, что перед нами глобальная версия. В самом же комплекте мы найдем браслет, кабель для зарядки, который похож, как это было в Smart Band 8, и они, кстати, между собой совместимы, макулатуру, ну и, конечно же, ремешок. По поводу дизайна и эргономики, конечно же, остановимся чуть детальнее. Xiaomi Smart Band 9, как уже схоже ему, имеет капсульный вид, ну и с каждым новым поколением эта капсула становится все больше, ну и в принципе сам визуал не меняется. У меня, к примеру, остались еще Mi Band 6 и Mi Band 7, так отличия по размерам капсулы прям таки бросаются в глаза. По сравнению с предшественником, то есть Xiaomi Smart Band 8, у девятки теперь ободок будет металлическим, а пластик только снизу. На руке сидят весьма уверенно, а гипоаллергенный ремешок позволяет гибко выбирать жесткость затягивания на руке. Ну и кстати, ремешков компания анонсировала довольно-таки много. Каждый сможет под себя выбрать что-то интересное. Снизу по традиции этого браслета располагаются датчики. Как уверяет компания, в этом поколении они будут еще лучше отслеживать сон, сердцебиение и оксигенацию крови. Но тут есть некие вопросики, ведь оксигенацию нужно мерить на фаланге, а не на запястье. Но это совсем другая история, как говорится. Еще касательно размеров, браслет стал уже, а экран немного потерял в рамках. Ну и теперь мы переходим к дисплею Xiaomi Smart Band 9. Тут, конечно же, AMOLED-экран с диагональю 1,62 дюйма, разрешением 192 на 490 точек и плотностью пикселей в 326 ppi. В солнечную погоду этого экрана лично, как по мне, будет прям за глаза. И что еще приятно, в этой версии браслета компания исправила проблемы с автояркостью. Когда ты ее, к примеру, включаешь и потом начинались какие-то непонятные скачки уровня яркости браслета, ну или же при включенной этой опции можно было все равно ее вручную настраивать, то есть какие-то были непонятки. Конечно же, экран имеет защиту, закаленное стекло, но вот кто его производитель, к сожалению, об этом публичной информации я не смог найти. Если вы еще задаетесь вопросом, как же в целом работает автояркость, то меня этот момент очень приятно порадовал. Я не заметил никаких проблем с выходом на солнце, и при этом сразу же экран у нас повышался в яркости, что указывает на то, что компания также поработала с этим датчиком в новом поколении. Теперь переходим к особенностям нового Xiaomi Smart Band 9. Из ключевых моментов, которые производитель поменял в этом поколении, это больше аккумулятор, ну и соответственно время автономной работы, и как заявляется, теперь браслет будет держать до 21 дня. Обновили вибромоторчик, и теперь реально лучшее ощущение от того, что было ранее. Ну и конечно, он схож теперь с тем, что ставят в более дорогих смарт-часах. И если мне не изменяет память, он является линейным. Ремешки и зарядка также подходят от Smart Band 8, что также можно отнести к неким плюсам и особенностям. Конечно же, новый стандарт Bluetooth 5.4, который обеспечит еще лучшую связь с вашим смартфоном и будет энергоэффективнее. И самый, наверное, главный нюанс: в этой версии нет NFC, но скорее всего пока что. Потом, как обычно, выпустят какую-нибудь версию с NFC модулем, ну и наценкой в 100%. Ну а для любителей погружения под воду или же просто купания с браслетом никуда не убирают защиту от воды и пыли. Все так же можно с ним плавать, купаться, но не слишком глубоко. Ну а что же по софту? Компания указывается, что Xiaomi Smart Band 9 работает под управлением фирменного ПО,
которая как бы-то связана с HyperOS. Но при этом эти нововведения еще начались со Smart Band 8, который я благополучно пропустил. Но будем нагонять в этой версии. Распаковав, запустив и связав Xiaomi Smart Band 9 с Xiaomi 14, ну или же с iPhone, я не увидел в браслете чего-то такого, чтобы указывало бы на наличие тут HyperOS. Но при этом в целом сам интерфейс новинки работает достаточно быстро, и если сравнивать с предыдущими поколениями, то это прям бросается в глаза. По функциям у Xiaomi Smart 9 ничего прям сверхнового. В целом это все тот же самый и любимый Mi Band, который из года в год меняет лишь название, цифру, ну и получает там пару каких-то новых фишек. Но что лично мне бросилось в глаза, это смена режима его ношения. То есть это может быть режим браслета на руке с обычными там замерами, режим капсула, то есть там для бега и он будет цепляться на обувь, и режим на шее под специальный подвес. Опять же в комментарии вы могли уже побежать писать про то, что и в Mi Band 8 это было. Но учитывая, что у меня в принципе не было ни обзора, ни в пользовании Mi Smart Band 8, то для меня лично это является инновацией. GPS, к сожалению, данное поколение также пропускает, ну и рискну предположить, что и будущие Mi Band не обзаведутся этим модулем. Конечно же, еще важным будет тут наличие полной локализации системы. Но, как и обычно, циферблаты на английском. В целом и общем подключается быстро и синхронизируется также. По настройке особых каких-то вопросов у меня лично не возникло. Выдал кучу разрешений, ну и погнал его носить. И да, есть еще один неприятный момент, что кастомные циферблаты нельзя будет накатить. Потому тут стоит подумать в плане обновления до 9, ну или же просто смириться с этим. Ну и теперь давайте подведем итог всего того, что было сказано. Стоит ли брать на старте новый Xiaomi Smart Band 9? Этот вопрос очень риторический, ведь цена будет не маленькая и отличаться будет может быть почти в 2 раза от китайской версии. Кому стоит брать эту новинку? Однозначно владельцам всех старых Mi Band, но кроме, наверное, 8 серии. Еще бы я подумал, обновляться ли с 7 серии, но тут уже каждый решает сам для себя этот вопрос. Из плюсов, которые я могу выделить, это наличие полной локализации, дольше автономность, новые ремешки, улучшенный вибромотор, да в принципе и все. По минусам это, наверное, в целом отсутствие какой-либо эволюции браслета, нет NFC, скудные циферблаты, ну и отсутствие возможности установить кастомные какие-нибудь там циферблаты. Ну а если еще взять такой минус, то это отсутствие GPS. В целом и общем таким вышел новый Xiaomi Smart Band 9. Не сказать, что это прям шаг вперед, ну и шагом назад тоже назвать нельзя. Просто банальное обновление прошлой версии. Ну а если вы задумываетесь о приобретении данных часов, то ссылку на продавца я оставлю в описании. Но есть еще один момент, что когда цена поменяется на более адекватную, ведь на момент написания и съемки данного видео цена стоит более как заглушка. И возможно, когда уже пройдет презентация, продавец поменяет цену на более адекватную. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.